Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу о 3 препаратах, 3 фунгицидах, которыми я пользуюсь именно для лечения орхидей. Не для каких-то профилактических обработок, а именно для лечения, именно когда орхидеи чем-то больны. Единственное, что может быть Максим, я использую как протравитель и как защитник. Это единственный фунгицид, а остальное все только строго по показаниям. И в комментариях вы мне написали, что Максим ваш любимый препарат, вы им все время пользуетесь. Нет, я не все время им пользуюсь, просто я вам часто показываю, ну как часто, когда обрабатываю корни именно для того, чтобы не дать патогенной флоре, когда орхидеи вот так находятся в воде, или когда есть какие-то почернения. Тогда я обрабатываю Максимом. А в остальных случаях я вообще не люблю пользоваться препаратами, когда они не нужны. Я люблю все делать тогда, когда это нужно орхидее чем-то помочь, или это необходимо для орхидеи. Ну, Максим. И часто с Максимом у вас не получается обработать так, чтобы не сжечь корни, например. У меня огромное есть видео, где я рассказываю, что Максим предохраняет корни орхидей от проникновения патогенной микрофлоры. Именно тогда, когда стоят орхидеи на наращивании корней. И мы часто с вами в наших переписках долго-долго выясняем, почему после обработки Максимом вдруг корни у вас все сгорели. Не то, что сгорели, а высохли. Да, ненужные корни после обработки Максима орхидея засушивает. Но хорошие корни, что значит хорошие корни? Ну, толстенькие корни. Даже сейчас вам покажу вот корни, которые здесь были, они не такие уж и толстенькие были. Просто нужно соблюдать правильно дозировку. И мы вот с вами в переписках выясняем, что вы, например, вместо 2 мл Максима взяли 4 мл Максима. Ну, давайте с вами говорить правильно. Вы же знаете, что если, например, съесть 100 грамм соли, она будет точно так же для нас вредна, если вы просто что-то чуть-чуть посолили. Вот чуть-чуть посолили, соль для нас полезна, потому что наша кровь, в ней присутствует соль, и нам очень нужна соль. Но если вы съедите стакан или 100 грамм соли, это для нас смертельно. Вот так же и любой фунгицид, любые удобрения, любой препарат, которым мы обрабатываем свою орхидею, он может быть полезен и может быть вреден. Превышение дозы может быть вредно. Поэтому всегда обращайте внимание, какой вы берете Максим. Вы часто покупаете Максим, но чаще всего это за границей. Фирмы Сингента. Это именно та фирма, которая единственная в мире выпускает сертифицированный Максим. Это самый замечательный Максим, который может быть. У нас просто он идет вот в таких расфасовках. Я не использую Максим Дачник, я вам не могу его показать. Но в Максиме Дачнике точно такой же состав и точно такое же количество действующего вещества. Единственное, что в нем нет смягчающих компонентов для, как здесь нарисовано, для цветов и картофеля. А нежные корни орхидеи будут реагировать на это. Максим Дачник, он в основном используется для газонов. Поэтому там нужно брать на 30-40% меньшее количество самого вещества для того, чтобы обрабатывать орхидеи. И тогда у вас тоже все получится. Будьте внимательны именно к дозировке. А то, что касается Максима, не так часто я обрабатываю действительно Максимом, как вам кажется, но основная его функция – это защита корней, и как побочный у него эффект, он просто моментально дает рост корням. Может быть, там есть какое-то гормональное вещество, но это единственное гормональное вещество, которое я могу применить к своим орхидеям. Остальные гормоны, стимуляторы, стероиды я не использую. И как же
реагируют на Максим мои орхидеи. Но эту орхидею я вам недавно показывала. Это Абба. Мы с вами ее разбирали. Вот сейчас уже виден эффект от того, как работает Максим. Во-первых, корни не гниют. Вот здесь есть старый гнилой корешок, но это не загнивание именно корней в воде, а то, что она начала растить и от шеи, и от старых корней. И здесь есть совсем маленькие, вот начали расти корешки. Это все видно наглядно и понятно. Есть еще две орхидеи, которые мы одновременно... Ссылочку, вот это видео я обязательно оставлю ссылочку, чтобы вы понимали, о чем разговор. Здесь было две орхидеи. Одна мне показалось, что... Ну, она и болталась в горшке, и грунт был плохой, корней не было видно, и цветочки она не распускала. Это была вот это ягуар. И была еще желтенькая орхидея, у которой действительно она начала засушивать листики, вон там видно. И корни были все тоже плохие. Вот это называется по показаниям, я их обрабатывала Максимом. И когда второй раз показывала вам эту орхидею, сказала, что что-то тут наклюнулось на шее, но пока непонятно что. Так вот, что наклюнулось. Посмотрите, какие корни проклюнулись у нее. А вот эти стоят, вот один корешок в воде, он, кстати, тоже начал расти, а остальное все тяже в воде. И больше я ничего не делала, только доливаю воду, причем даже не доставала из горшка, поэтому здесь есть зелененькие водоросли. Не сняла даже сухую там часть листика, вот там в горшочке видно, вот она сухая часть листика стоит. Ну вот начали расти, ну вот и начали расти 3 больших корня. И что она еще учудила? Она решила на цветоносике растить детку. Да, это, конечно, не очень хорошо, то, что она стоит в водичке и растит детку, но надо же и это попробовать, надо же и так посмотреть. У меня орхидеи, я года 2, наверное, 3 содержала в воде, они росли и цвели. Деток, правда, не давали, поэтому будет очень интересно посмотреть, как же она будет растить детку, пока она находится в воде. Ну, вполне возможно, что она дорастит корешки побольше, и я ее посажу, и получим еще от этой желтенькой орхидеи еще и детку. А вот эта орхидейка, она просто сразу брызнула корнями. Смотрите, корни дошли до воды, огромные, растут и вверх, и вниз. Цветочки она уже сбросила, растит лист. Думаю, что очень в скором времени я ее просто посажу. Корни уже доросли большие, уже сантиметров есть даже по 10, поэтому сажать совершенно спокойно. Когда и в каких случаях я еще применяю Максим? Только в тех случаях мажу неразбавленным Максимом, если вижу какие-то почернения на шее. Ну, кто смотрит мой канал постоянно, знает, что я никогда не режу ничего у орхидеи, потому что очень просто занести в орхидею с необработанным и даже с обработанным инструментом. Вот вы отрезали кусочек и уже считайте, что ваш инструмент не обработан. Можно занести гниль дальше, поэтому я просто, если есть почернение на корнях, часто грешат этим мини-орхидейки. Мы их прямо покупаем, даже не на корнях, а на основании орхидеи. Мы их прямо покупаем и видим, что у них шея черная. Вот такие орхидеи, маленькие малышки, я обрабатываю корни и подмазываю шею. И если я вижу, что здесь какие-то, но здесь нет ничего, вот между шеей, какую бы орхидею вытащить вам? Не хочу вытаскивать. Не люблю я вытаскивать орхидеи, они у меня всегда стоят в одном положении. Даже вот здесь начал уже прирастать горшочку корешок. Если я вижу, что на шее есть непонятного происхождения черное какое-то основание, вот тогда я могу немного, полсантиметра подмазать сухое основание и немножко намазать Максимом неразбавленным зеленую часть начала роста орхидеи. Все, больше ничего не делаю. Но, кстати, эти орхидеи не разбавленным Максимом у меня и не обработаны. И даже это не обработано. Так что просто разведенный Максим, просто замачивание в Максиме на 20-30 минут. Все.
Вот так я применяю Максим. Больше практически сейчас нигде его не применяю. И вообще стараюсь как можно меньше этим пользоваться. Стараюсь просто нарастить корни орхидеи, пока они растут в своих покупных горшках. Я их не трогаю, поливаю чистой водой. Но если действительно нужно, могу подмазать там немножечко Максима. Теперь то, что касается фундазола. Вот это все, что я делаю с Максимом. То, что касается фундазола. Фундазол изобрела фирма Дюпон еще в прошлом столетии. И фундазол был выведен именно для борьбы с фузариозом, с грибом фузариум. Это единственный препарат, у которого 2 класс опасности. Но как-то я вам рассказывала, что, во-первых, за сутки и тот, и этот, все препараты за сутки, они разлагаются и теряют свои свойства, то есть раствор после суток, он уже не активный. Вы можете 1, 2, 3 орхидеи обработать сразу в Максиме, точно так же в фундазоле, если вы делаете раствор, но потом я сразу раствор выливаю. Сейчас мы почитаем, здесь токсичен ли он. Он даже для пчел не токсичен, поэтому его спокойно можно вылить в раковину. Применяю я его 1 грамм на литр. В каких случаях я применяю фундазол? Да, если есть фузариозное кольцо. Часто пишете и рассказываете, что сняли листик, и здесь фузариозное кольцо такое фиолетовое, прямо тонкое, или фиолетовое, сейчас уберу эту штучку, или фиолетовое пятно, или фиолетовые корни. Не те кончики корней, которые могут быть фиолетовые по какой-то причине, например, по причине цвета самой орхидеи, а середина корня бывает такая фиолетовая, прямо бывает темная, бывает сильно розовая. Но как-то я вам показывала, даже рассказывала, как приобрести орхидею, и в горшке показывала эти фиолетовые корни. Если найду видео, обязательно оставлю. Вот в этом случае корни обрабатываются фундазолом, то есть замачиваются на 10-15 минут, не больше. И вот эту орхидею, она стоит для примера. У нее был фузариоз в прошлом году, примерно год назад, в феврале-марте я ее обрабатывала. Сначала обработала корни, и она начала листья терять сверху. И помимо фузариоза, сейчас я вам покажу, вот это мама здесь стоит, вот 2 листика от нее осталось, у нее появилась вот здесь мокрая в середине, в точке роста гниль, листья стали отпадать. Я убрала все возможные листики, которые просто сгнили. Вот здесь осталась, знаете, такая каша зеленая, как кисель. Я эту всю кашу маленькой тоненькой ложечкой убрала и намазала неразбавленным фундазолом. То есть разбавляю как густую сметану. И даже здесь фундазол, он еще остался. Вот год прошел, я орхидеи свои никогда не опрыскиваю, и фундазол еще остался. Обрабатывала я ее фундазолом 2 раза, и если увидите фузариозное кольцо, точно такой же кашицей нужно намазать основание орхидеи, если у нее есть фузариозное кольцо. Если точно определили, что это фузариоз, корни орхидеи нужно обработать 3 раза с промежутками в 10 дней. Вот только в этих случаях я применяю фундазол. В других случаях я фундазол не применяю. Могу сказать, что в моей практике было такое, когда орхидея гниет сверху, ее практически всегда можно спасти. Даже если у нее отпали все листики, остается пенек, и от пенька можно дождаться детку. С какой-то из моей подписчицей мы все время переписывались. Вот так у нее получилось и случилось. По-моему, даже тот же самый Golden Beauty. И у нее через 2 или 3 месяца на сухом пеньке уже появилась маленькая детка. А когда гниль идет со стороны корней,
такую орхидею крайне сложно спасти. Но нет такого препарата, и фундазол вряд ли поможет. Нет такого препарата, который все убивает гнили. И часто, когда идет внутристволовая гниль от корней, орхидею спасти практически невозможно. И даже оставляя корни, нет 100% гарантии того, что от корня пойдет какая-то детка. Так что не все возможно спасти. Покупая уценку, всегда помните, что не всегда возможно спасти орхидею. И даже уценку, если у нее видно хотя бы один корешок, не разбирайте сразу, дайте ей возможность попробовать нарастить корни самой. Орхидеи очень живучие, очень. Поэтому применяйте препараты только по мере их надобности. Это то, что касается фундазола. Теперь, для меня привикур вот такой, это новинка. Но я уже успела его опробовать не там, где мы с вами две маленькие орхидейки экспериментально одну обрабатывали Максиму, другую привикуром. Они еще стоят и цветут, поэтому показывать вам их нет смысла. А мы недавно с вами пересаживали вот такой дендрофаленопсис. Посадка получилась очень интересная. Здесь был такой трехкомпонентный грунт. И вот здесь я успела применить привикур. Что вам хочу рассказать о привикуре. Как всегда, распечатала себе большой талмуд, потому что названия эти плохо произносимые и плохо запоминающиеся. И вот что из этой статьи я вам могу рассказать своими словами, что привикур – это системный двухкомпонентный препарат. Используется и для корней для лечения, и для листовых гнилей, для прикорневых гнилей. И что же у меня получилось после пересадки вот этого растения? Как бы 2-3 дня было все хорошо, а потом вдруг, моментально, я даже не стала вот обрезать листик, чтобы вам показать, что это такое. Появились на молодых ростах, вот молодой ростик даже потерял все листики, и второй молодой ростик вот здесь потерял листик. Во-первых, начали желтеть страшно листья, моментально, вот здесь тоже сейчас покажу. И появились вот такие пятна практически на всех листьях. Вот еще, смотрите, вот такие пятна. Эти уже пятна не опасны, они обработаны. Мгновенное распространение, причем если это пятно кажется сухим, то их за сутки появляется в огромном количестве. Весь лист становится в таких пятнах. Естественно, когда никогда этого не видела, сразу перепугалась. И вот здесь мне помог привикур. Вот как по инструкции написано, на 2 литра 3 миллилитра привикура. Я разбавляла на литр, поэтому 1,5 миллилитра привикура, отобрала шприцом, разбавила, замочила все корни орхидеи в этом привикуре и оставила немножко этого раствора, взяла ватный диск и протерла все листики. Очень аккуратно. Так как они практически все были поражены, я там даже и диск не меняла. Вот так начали они желтеть. Прямо желтеть от основания. Но видите, и пожелтения прекратились, и распространение вот этого заболевания тоже прекратилось. Моментально. Обработала корни 1 раз и 1 раз протерла листики. Оставила орхидею в покое, вообще перенесла ее там, где у меня освободила ей место огромное на подоконнике, для того, чтобы она вообще не соприкасалась ни с какими другими растениями. Но привикур действует очень быстро. Буквально на следующий день распространение этого заболевания прекратилось. Но которые были уже листики желтые, они действительно отпали.
А через неделю что я увидела? Вы посмотрите. Я увидела, что пробудился цветонос. Вот один, а вот второй. То есть после привикура орхидея моментально справилась с этим заболеванием и даже решила порадовать меня цветением. Привикур я не могла раньше купить, поэтому я его не использовала. Поэтому много о привикуре я вам рассказать не могу. Но вот такое первое мое просто моментальное применение мне очень понравилось. Очень понравилось. Прямо купировал сразу все. И по отзывам тех архаманов, которые применяли этот привикур, очень нравится, купируют многие действительно вот именно грибковые заболевания. Ну и еще в этой интересной статейке написано, что его нельзя считать фунгицидом. Это новая разработка. И он не относится и не к фунгицидам, и не к пестицидам. Название ему еще не придумают. Но работает замечательно. Вот по моему примеру, то, что я сделала с этой орхидеей, мне очень понравилась реакция цветка на обработку привикуром. Вполне возможно, что он будет бороться и с другими грибковыми какими-то заболеваниями, но, слава богу, у меня их нет. Поэтому, если у вас есть возможность приобрести привикур, приобретайте. Вдруг что-то будет действительно такое стремительное, когда нужно моментально помогать орхидее. Ну вот 3 препарата, которые я использую в лечении. И еще есть один препарат, которым я тоже пользуюсь. Это фитолавин. Он идет с антибиотиком. Причем антибиотик группы тетрациклина. Если нет фитолавина, но есть у вас тетрациклин, вы просто можете пользоваться таблеткой тетрациклина. В этом случае, вот в случае фитолавина, можно на всякий случай обработать корни, но какие-то сложные заболевания он лечить не будет. Он очень мягкого действия, поэтому если действительно есть какая-то черная, причерная или там мокрая гниль, фитолавин не справится с этими. Кто-то сказал, что фитолавин перестали выпускать. Ну, может быть, перестали выпускать вот в такой упаковке, но сейчас у нас выпускают вот в таких упаковках фитолавин. Поэтому его не сняли с производства, он у нас опять появился, есть. Но основные 3 препарата, которые я пользуюсь, это вот эти. Если вам и дальше будет интересно узнать о моих орхидеях, как они растут, цветут, болеют или нет, ну, во-первых, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!